Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 7 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В ходе боев на севере сектора Газа 2 солдат армии обороны Израиля пали, 2 других получили серьезные ранения. Одним из павших солдат является Эйтан Исраэль, 24 года. Имя второго солдата пока не разрешено к публикации. Армия обороны Израиля добавляет, что еще 2 солдат 932-го батальона получили серьезные ранения в ходе того же инцидента в Бейт-Хануне на севере сектора Газа. Новости на Радио Мария. По словам военных и медиков, 2 женщины и полицейские, находившиеся не при исполнении служебных обязанностей, были лишены жизни. По меньшей мере еще 8 других израильских граждан получили ранения, когда по ним вчера открыли огонь из машины, которая рано утром проезжала на 55-й дороге на участке в районе арабской деревни Аль-Фундук между еврейскими поселками Карней-Шамрон и Кдумим в Самарии. Пал старшина полиции Эльят Яков Винкельштейн, 35 лет, работавший в следственном отделе в Ариэле. Также пали Рахиль Коэн, ей было 73 года, и 70-летняя Ализа Райс. Светлая память. На место происшествия прибыл начальник генштаба армии обороны Израиля Герци Алеви. Он заявил, что для террористов часы тикают. Начинается охота. Мы ведем интенсивную и широкомасштабную борьбу с терроризмом в Иудее и Самарии. Мы усилим и продолжим эту борьбу. Мы выясним, кто совершил эту атаку. Мы доберемся до них, продолжает Герци Алеви. Я выражаю глубокое соболезнование семьям павших, заявил начальник штаба Герци Алеви. Он добавил: мы предпринимаем шаги для обеспечения безопасности вдоль оси, которая проходит через эту деревню, и сделаем ее безопасной. Конец цитаты. Военные же комментируют, что 2 стрелков известны оборонному ведомству и разыскиваются за участие в террористической деятельности. 3-й же до сих пор не идентифицирован. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу после нападения прошлым утром в Самарии провел оценку ситуации. Об этом сообщает его офис. К Нетаньягу присоединились министр обороны Израиля Исраэль Кац, начальник генштаба ЦАЛЯ Герци Алеви, глава Шабак Ронен Бар и другие высокопоставленные должностные лица службы безопасности. По данным канцелярии премьер-министра, Нетаньягу одобрил операции по поимке террористов и привлечению их к ответственности, а также одобрил ряд дополнительных оборонительных и наступательных операций в Иудее и Самарии. Нетаньягу выразил соболезнования семьям павших. Мы найдем подлых террористов и привлечем их к ответственности вместе со всеми, кто им помогал, говорит Биньямин Нетаньягу. Пощады не будет. В это же время министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир призывает прекратить сотрудничество с палестинской администрацией после утреннего происшествия 6 января, в результате которого 3 человек были лишены жизни. Бен-Гвир говорит, что Израиль должен перестать верить, что у него есть партнер в лице палестинской администрации. Помните, что палестинская администрация поддерживает террор. Прекратите всякое сотрудничество с ними. Разместите как можно больше КПП и закройте дороги, потому что право поселенцев на жизнь выше свободы передвижения жителей палестинской администрации, говорит Бен-Гвир. Я надеюсь, на этот раз моя позиция будет принята Кабинетом министров. Те, кто стремится остановить войну в Газе, получают войну в Иудее и Самарии, завершает Итамар Бен-Гвир. Министр связи Шломо Карри также требует немедленного и бескомпромиссного возвращения к войне против террора. Его же поддерживает и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и требует, цитирую, бомбардировок городов и деревень в Самарии. Террор в Иудее и Самарии со стороны Газа и Ирана – это одно и то же. Чтобы Квар-Саба не превратилась в Квар-Азу, надо, чтобы Шхем
Аль-Фундук и Дженин выглядели точно так же, как Джабали, написал Бецалель Смотрич в соцсети X. Смотрич требует от премьер-министра Нетаньягу срочно провести заседание правительства, чтобы изменить политику в Иудее и Самарии и заняться подавлением террора по-настоящему. Это была цитата. Главные новости Израиля. Израильская служба новостей продолжает свою работу. Далее к другим событиям. Хуситы в Йемене утверждают, что сегодня запустили 4 беспилотника по Израилю. В своем заявлении поддерживаемая Ираном террористическая группировка сообщила, что она атаковала военную цель в районе Тель-Авива с помощью 2 беспилотников и жизненно важную цель недалеко от Ашкелона, а также еще одну цель недалеко от Тель-Авива прошлым вечером. В армии обороны Израиля прокомментировали, что не располагает информацией о том, что какие-либо беспилотники достигли Израиля из Йемена, и сообщений о столкновениях не поступало. Кроме этого, хуситы говорят, что атаковали американский авианосец несколькими ракетами и беспилотниками в Красном море. Об этом сообщений тоже не было. Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман направил начальнику генштаба Цаля Герти Алеви письмо с резкой критикой поведения военных во время расследования недостатков армии, предшествовавших вторжению Хамас 7 октября 2023 года, и во время него, обвинив армию, цитирую, в запугивании военных, с которыми беседовал его офис. Напомню, что Энгельман проводит широкомасштабное расследование нарушений, имевших место 7 октября, в том числе определенных аспектов поведения армии обороны Израиля после того, как Высший суд предоставил ему такую возможность, несмотря на возражения армии. Государственный контролер в своем письме утверждает, что представитель администрации заместителя начальника генштаба Цаля присутствует на каждой встрече, которую его ведомство проводит с высокопоставленными должностными лицами Цаля, и что эти представители тайно записывали такие встречи, не информируя об этом участников. Энгельман также утверждает, что один из военных армии обороны Израиля, которого допрашивали сотрудники государственного контролера, сказал, что подписал документ о неразглашении, который ограничивал то, что он мог сказать. Другой же военный указал, что его проинструктировали о том, как следует реагировать во время допроса. Энгельман говорит о Леви, цитирую, «Если армия обороны Израиля не устранит препятствия, которые, по его словам, армия воздвигла на пути его расследования, он вызовет свидетелей в управление государственного контролера в соответствии с законом, чтобы гарантировать, что процессы расследования могут проводиться требуемым образом». Энгельман заключает, необходимо, чтобы армия обороны Израиля сотрудничала в соответствии с согласованным планом таким образом, чтобы обеспечить непрерывную борьбу за граждан Израиля и защиту нашего государства от всех наших врагов, наряду с внедрением процедур государственного контроля, которые докапываются до сути. Военные же отвечают на заявление государственного контролера и говорят, что, цитирую, «Армия обороны Израиля всегда действует в соответствии с законом и полностью и прозрачно сотрудничает с государственным контролером». Государственный контролер обратился к Цалю с рядом претензий. Цаль изучает все претензии контролера и ответит на них по существу как можно скорее, заявили в Цале, добавив, что продолжат вести диалог напрямую с контролером. Новости на радио Нария. После того, как саудовское издание опубликовало полученный от Хамас список из 34 заложников, которые, по его словам, будут освобождены на первом этапе этого потенциального соглашения о прекращении огня, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что этот список представляет собой всего лишь израильский список, переданный странам-посредникам еще в июле 2024 года. Цитирую. На сегодняшний день Израиль не получил никаких подтверждений или комментариев от Хамас относительно статуса заложников, указанных в списке, говорится в заявлении премьер-министра Нетаньягу. Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, уже вторую неделю не может войти в Кнессет. Вчера Зангаукер прибыла в Кнессет в сопровождении оппозиционных законодателей, но ей не разрешают войти. В своем заявлении форум заложников и пропавших без вести семей требует разрешить матери заложника войти в Кнессет. Цитирую.
Каждый член семьи должен иметь возможность оплакивать себя и своих близких перед лицами, принимающими решения, и избранными должностными лицами, которые несут ответственность за судьбу 100 заложников, говорится в заявлении форума. ממשלה שעושה סלקציות, משאירה חטופים מאחור, לא יכולה, אין לה לגיטימציה להתקיים. זה לא בסדר. אפשר בו פלילים ובפנים. לא יכול להיות שהיא לא נכנסת. זה לא יכול להיות. מכניסים את משה מירון. זה לא בסדר. זה לא בסדר. שמולי, ריבונו של עולם. היא נלחמת על החיים של הילד שלה. אתה לא מקשיב? תשים על דמי אוזניים. הילד שלי חי בשבי בעזה. ראש הממשלה מעוניין להשאיר אותו בכוונה כדי שיהרוג אותו, כדי שימות שם, כמוהו כל מי שעדיין נשאר בחיים. לא בבית ספרי, לא במשמרת שלי. Напомню, что на прошлой неделе пресс-служба Кнессета заявила, что Зангаукер, несмотря на свои неоднократные обещания, продолжает серьезно нарушать порядок. Стоя у здания Кнессета вместе с Эйнав Зангаукер, матерью заложника Матана Зангаукера, появился и лидер оппозиции Яир Лапид. Он обвиняет спикера Кнессета Амира Охану в том, что он отказывается ответить на его звонок, чтобы обсудить запрет на доступ Зангаукер в здание Кнессета. Лапид говорит, что ему неизвестно о других случаях отказа спикера Кнессета ответить на звонок лидера оппозиции, назвав это позором. Конец цитаты. Добавлю, что на прошлой неделе Зангаукера не пустили в Кнессет, а пресс-секретарь Кнессета Амир Охана заявил, что, несмотря на свои неоднократные обещания, она продолжает нарушать порядок. Напомню, что ранее женщина при допуске в Кнессет бросалась стеклянной бутылкой и угрожала, если бы у нее был нож, применить его, разжигала костры на дорогах и принимала участие в потасовках с полицией. Но, несмотря на комментарии Лапида, спикер Кнессета Амир Охана приглашает Эйнав Зангаукер встретиться с ним, чтобы обсудить запрет, который на женщину на прошлой неделе наложила охрана Кнессета. Встреча Зангаукера и Амира Оханы запланирована на сегодня, 7 января. Окружной суд Лода вынес приговор девушкам за попытку контрабанды запрещенных веществ из Европы в Израиль на сумму более 2 миллионов шекелей. Так называемое дело розовых чемоданов, в которых и привозился товар, касается 4 девушек, которые пытались провезти около 15 килограммов контрабанды в Израиль из Берлина, а также Будапешта. 3 из 4 девушек получили значительно более мягкие приговоры, чем того требовало обвинение, в рамках сделки о признании вины, подписанной в прошлом году. Одна получила 22 месяца тюрьмы и еще 2 по 9 месяцев тюрьмы. 4-я обвиняемая Бен Хаим отказалась согласиться на процесс реабилитации в рамках сделки о признании вины и в настоящее время отбывает 34 месяца заключения в женской колонии. Также все 4 должны заплатить штраф в размере 33 тысяч шекелей. Несколько сотен антиизраильских протестующих провели демонстрацию возле медицинского центра при Нью-Йоркском университете в Нью-Йорке. Они скандировали: «Скажи это ясно, скажи это громко. Газа, ты заставляешь нас гордиться. И скажи это громко, скажи это ясно, мы не хотим здесь никаких сионистов». Это была цитата. В это же время произраильские активисты на митинге держали флаги США. Обе группы протестующих обменивались оскорблениями через металлическую баррикаду, причем пропалестинские активисты кричали ругательства, а произраильские активисты называли их, цитирую, террористами. Главные новости Израиля. Еще раз обращение к нашим слушателям и зрителям на YouTube.
Просьба внимательно следить за тем, что вы смотрите. К нам приходит множество писем, в которых наши зрители жалуются на якобы фейки на нашем канале, связанные с уходом Путина или ликвидацией в Москве бывших лидеров Сирии и многое другое. Зрители смотрят каналы фейки, которые копируют наше оформление с добавлением фейков для просмотра. Аудитория, не понимая этого, потом оставляет комментарии не под каналами фейками, а под нашим каналом, предполагая, что не пишут и смотрят фейки на нашем канале. Цель запутать вас сработала. Вы смотрите каналы фейки, а потом пишете нам, что мы показываем фейки. Будьте внимательны. На обложке канала Радио Нария написано, что это Радио Нария. Наш канал называется Радио Нария. Все сходства с нашим каналом на других каналах не имеют к нам никакого отношения. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал Радио Нария. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах или найдите в поиске в Telegram Радио Нария латинскими буквами. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Новости на Радио Нария. Радио Нария нужна ваша поддержка. Поддержать нас вы можете прямо сейчас. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось. И если не понравилось, нажмите на палец вниз. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в среду, 8 января, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.